зрители поддерживали, хлопали. Даже когда мы стояли, отдыхали, они начинали чуть подгонять, такие, прыгайте быстрее. Мне нравилось, что заходишь на прыжок и начинают сильнее хлопать. Вот это такой прям вообще еще накал прибавляет. Маша молодец, огромный. А вот я, все претензии ко мне, к Марии 0 вопросов. Но я рад, что потом получилось собраться. Ну, я там тоже не очень с флипом поступила. Поэтому у каждого свои ошибки, но Влад тоже большой молодец. Я считаю, мы молодцы. Очень круто, да, болельщики поддерживали. Прикольно то, что нету бортиков, и по всей арене, как на шоу, и ты ездишь, и видишь людей в первом ряду, и они близко, это прикольно. И особенно прикольно, когда видишь какие-то знакомые лица. Кажется, это был настоящий праздник, потому что болельщики так кричали, так поддерживали, сделали фотки с нашими лицами, сделали баннеры, надписи. И, ну, если честно, больше на шоу было похоже. Вот эта вот вся обстановка супер приятная. Болельщики были супер. Сначала немножко стрессово было, и бортиков нет. Для меня это так. Да, и арены поменьше. Арена поменьше, да. Да, но я считаю, что зрители отчасти помогли нам. Я особо даже не замечала, как поддерживают. Мы были настроены. Я слышал громкие аплодисменты. Я только в конце уже услышала, что прям... Да, было приятно выходить под такие аплодисменты. Прыгнешь один за всех, и ты за всех. Мы сделали четверной тулуп параллельно, который мы не планировали делать в этом раунде. За 2 минуты до мы просто решили, что нужно. Это было интересно. Моментами смешно, моментами героически смешно. Особенно смешно мне было, когда мы во второй разминке первой и сразу же в первой разминке первой выходим. Но в общем и целом, не знаю, мне безумно нравится наш дуэт. Мы молодцы. И я думаю, если этот вид будет дальше продолжаться, то мы покажем еще. Какая-то ответственность не только за себя, попытка следить не только за тем, что нужно сделать в прыжке, но и за партнером одновременно. Где-то удавалось, где-то нет. Но действительно интересный экспириенс такой. Да, интересный экспириенс. И, с одной стороны, это, конечно, и добавляет лишнего нерва небольшого, но, с другой стороны, подстегивает. Допустим, я не очень хорошо откатался за себя, но за себя и за Матвея постаралась на все 100, потому что, мне не хочется, чтобы человек сделал свою работу, а я его какими-то своими ошибками или помарками подвела. Понятно, что ошибиться может каждый, но я старалась делать максимум, чтобы этого не произошло. На мой взгляд, было очень достойно. Я рада, что я смогла свою работу сделать качественно, рада, что Матвей свою работу сделал качественно, никаких грубых ошибок, в общем, все класс, я довольна. Нам не стыдно друг перед другом, мы в целом выглядели достойно, в целом, насколько возможно было в короткий срок продемонстрировать синхронность и параллельность парного одиночного катания, мы это сделали, поэтому благодарю Анну и желаю завтра отдохнуть от сегодняшнего. Все классно, только, конечно, я столько прыжков за день не делала уже 4 года. Вот, поэтому... Это надо когда-то начинать. Да, такой резкий старт был, но ничего. Кстати, она наговаривает, она очень много прыгает. Больше, чем я. Я сделала больше, чем ожидала. Потому что ничего не бывает зря. Все равно это волнение, но только можно тренироваться на соревнованиях, и это было хорошей для меня тренировкой. Завтра выходной, надеюсь, и послезавтра тоже хоть чуть-чуть выдохнуть после ледникового и после этого чемпионата, потому что, конечно, расписание убойное. Мишаня, как дела?
Расскажешь, как дела? Нет? Эй, ты мой прекрасный такой. У него помпон в цвета ваших костюмов. Такой позирует, да? Смотри, очень. Подождешь? И нервно, и тяжеловато немножко. Ну что поделать, мы вытерпели, и я думаю, что у нас достойный полученный результат, достойное 3-е место. Вот. Маше огромное спасибо, реально, она молодец, она боец. Вот, я очень благодарен ей. На самом деле, еще удивило меня то, что когда я смотрел сольный, получается, турнир Маши, я был в шоке от того, что девочка прыгает тулуп. Потом, что девочка прыгала, я забыл. Тройные, да все. Нет, потом был тулуп, потом ты тройной какой-то прыгала? Нет, я упала, и потом... Она упала с тулупа, и я бы уже в этой ситуации прыгал бы тройной. Я бы поехал бы на тройной. А Маша, упавшая, встала, побежала, главное, быстро-быстро. Так еще и тулуп зафигачила. Это достойно уважения, я считаю. Это очень сильно. Обидно то, что в личном, да и не в личном, да, по-моему, я тулуп делала, то есть делала четверные, а вот так вот, ну, получилось с тройными, обидно. Вот, но у нас с Владом только была вот одна тренировка, чтобы мы синхронно, параллельно все попробовали, поэтому, я считаю, достойным был результат. Это было жестко в плане, что мы очень устали, мне кажется, да? Такое ожидание долгое после каждого раунда. И за друг друга переживали. Ну, усталость компенсируется вот таким финалом, что мы попали на пьедестал, взяли серебряную медаль, да, в дебюте соревновательных дуэтов, и это, конечно, очень радует. И Соня большая молодец, спасибо тебе. Спасибо, это тебе спасибо. Четверные насигал там. Надежность иногда играет на руку, мне кажется. Да, и грамотная подготовка. Мы проанализировали, вот уже я не допускал тех ошибок, которые у меня были в личном турнире. Вот. А я просто шла со спокойной головой. Фигурное катание этим и интересно, что бывают неожиданные исходы событий. Ну вот мы с Марком не прошли полуфинал. Я вышел, мне так стыдно было, причем у меня была глупая ошибка в личке, потому что я даже планировал в случае, если первый прыжок у меня не получается, я захожу дальше на сольный прыжок, и потом аксель делаю. А тут я выехал Ридбергер, подумал, ну попробую зацепить аксель. В итоге, как мне показалось, он все-таки пойдет не на положительное джуи, вот, поэтому у меня такая каша была в личке. Ну, да, я когда смотрела, опыт, да. Я такая смотрю, он первый Ридбергер делает, ну, троечку. И я смотрю, он делает второй Ридбергер с каскадом. И я сразу такая, зачем ты туда прицепил каскад? Да, зачем? Если бы я То есть я сразу поняла, что он что-то не так сделал, и это ему аукнется. С этого момента, да, и пошло. Если бы я туда просто не прицепил аксель, я бы, может быть, настраивался бы на завтра. А так я могу отдыхать, а Соне завтра удачи. Спасибо. Каждую тренировку прыгали вместе. Ну, неделю подряд мы точно прыгали каждую тренировку, прям и первый, и второй лед, что-то, но мы тренировали. Придумывали заходы, выходы, какие-то что-то дорабатывали. Самое главное, подстраивались под друг друга, чтобы вот так синхронно было параллельно. Да, потому что уже за такой короткий промежуток времени очень многие люди нам сказали, что мы, правда, прыгали очень параллельно. И, конечно, очень приятно, что мы победили с неплохим отрывом.